А вы сидите на якобы кето-диете? Это может шокировать, но кое-кто в комментарии назвал меня кетокопом. Представляете? Сразу скажу, я ни за что не надену эту шляпу. Я не кетокоп. Я предпочитаю кето-учитель, и я хочу показать вам, как правильно следовать кето-диете. Однако есть люди, которые идеально соблюдают кето-диету, очень четко, едят высококачественную и питательную еду, содержащую мало углеводов, корректно практикуют интервальное голодание. И есть те, кто практикует кето по выходным, а в будни едят в принципе все, что пожелают, так называемый режим 5 на 2. Есть те, кто сидит на грязной кето-диете, то есть едят пищу низкого качества, но подход тот же — низкое содержание углеводов, среднее белков и высокое жиров. Они берут не лучшую еду в дешевых магазинах, но не выходят за рамки разрешенного на кето-диете. Другие сидят на ленивой кето-диете. Они не особо считают количество калорий, обычно едят, когда проголодаются, и в любых количествах. Но они не превышают потребление углеводов, тут они молодцы. Есть те, кто следует диете, но порой устраивает себе чит-день или просто чит-порцию. Другие питаются правильно, в основном, но порой позволяют себе вредности. А теперь у меня вопрос к вам. Куда бы вы поместили себя в этой шкале? От 1 до 10. Пишите в комментариях, посмотрим на цифры. Лично я рассматриваю здоровое кето и интервальное голодание как инструменты для изменения тела. Что мы имеем? Качество пищи, продукты с фермерских хозяйств и так далее. Питательные вещества. Далее, снижение углеводов, снижение уровня инсулина, и это огромная польза. Интервальное голодание может значительно повысить уровень кетонов, а это очень полезно для организма. Все зависит от того, какие именно проблемы со здоровьем вы хотите уладить. Насколько вы хотите похудеть, и как быстро желаете достичь этой цели. Большинство могут практиковать интервальное голодание. Большинство могут употреблять пищу с низким содержанием углеводов, высоким жиров и средним белков. Но некоторые питают слабость к некоторым углеводам, например, к вину и тому подобное. К чему-то, что им очень нравится, и они не хотят себе отказывать. И я считаю, что очень многие могут употреблять качественную пищу, но едят недостаточно овощей. Так что если вы решились, то перед вами стоят 3 цели. Первое. Есть ли у вас в настоящее время проблемы с телом? Нужно ли помочь ему исцелиться? Имеются ли какие-то воспаления? Или надо заметно похудеть? Если ответ «да», то нужно следовать этой диете довольно жестко, понимаете? Вторая цель. Постарайтесь также развить у себя новые привычки. Настолько, чтобы перестать пересиливать себя. Ввести их в распорядок, довести до автоматизма, точно знать, что есть, и при этом не нужно ничего считать, поскольку это войдет в привычку. Например, у многих есть привычка перекусывать на ночь, или позволять себе вредности, или они попадают под влияние других и меняют свои привычки. Но стоит выработать новые привычки, и проблема отпадет. Третья цель, и это просто жизненно необходимо, это запастись здоровьем. Что это значит? Вы запасаете столько здоровья, то есть вы настолько здоровы, что вам не обязательно держать себя в рамках постоянно. Можно в любой момент оступиться и быстро вернуться в строй, ведь кето для вас — это инструмент. И даже если вы оступитесь, вам не придется посыпать голову пеплом. Вы знаете, что у вас большой запас здоровья, и иногда вы можете себе это позволить. Вы понимаете, чем рискуете, и готовы к последствиям. И это, пожалуй, самое главное — запасаться здоровьем, чтобы повышать стойкость организма и иметь возможность иногда позволять себе поблажки. Вот и все. До встречи. Чтобы не пропускать мои новые видео, нажмите на колокольчик рядом с кнопкой «Вы подписаны».